بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Во имя Создателя своего и во благо людей. Тех, кто действительно выбрал путь веры, видно. Они обладают своей особой красотой, не яркой, не кричащей, как будто бы рядом свет, доброта. Кажется, что чувствуешь это сердцем, а добрые дела их живут рядом с нами. Во имя Создателя и во благо людей. Сложно ли быть имамом? Я бы сказал, непросто. Непросто, если ты искренен. Имам — это не просто духовный лидер, но и еще он пример по жизни, что он должен не только сидеть где-то читать молитву, а он должен быть своей жизнью примером, приносить и показывать своей жизнью, что он и работает, и трудится, и учится, и помогает другим. Человек, который пришел уже в мечеть, он уже созрел. Это как благодатная почва. Вы нужно положить ростки, полить, и оно даст плоды свои. Как то же самое, обрабатываешь почву имамами хорошими, образованными, грамотными, чтобы доводить до людей слово Аллаха и рассказывать религиозные знания. Это, наверное, самое. И оставаться богобоязненным, честным человеком. Кому Аллах даровал путь веры, тот не свернет как бы с пути веры. Если Аллах ему изначально наставил, так сказать, на этот путь, то он будет идти этим путем. Исламское образование в России – явление новое, современное и традиционное. Новое, потому что рождение исламского образования как системы началось практически одновременно с возрождением духовности в современной России. Традиции государства российского – это традиции народов, его населяющих. Вспокон веков среди них немало тех, кто исповедует слово, данное Всевышним через пророка Мухаммеда. Посему исламское образование – явление традиционное. Где бы ни появлялась мусульманская община, там же при мечетях появлялись первые мадресе и кружки, где изучали ислам. Конечно же, исламское образование – явление современное, потому что использует лучшие достижения цивилизации в сфере обучения. Российское общество должно развиваться на принципах толерантности и взаимного уважения. Это важная особенность современного религиозного образования. В России сейчас действует 7 исламских университетов и 31 мадресе, для которых создана система материальной поддержки. От российских источников сюда поступают значительные средства. Исламские университеты могут сейчас выдавать дипломы государственного образца, то есть созданы условия для дальнейшего развития системы мусульманского образования. В целом удалось создать систему высшего мусульманского образования. Следующий этап – создание стандартов для среднего и начального уровней и переход на эти унифицированные программы. Наша конференция собрала сегодня более 150 участников, в числе которых присутствуют представители администрации президента, аппарата правительства, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, правительства Москвы, главы централизованных духовных управлений мусульман, Совета муфтиев России, а также ректора нескольких государственных университетов и исламских учебных заведений, входящих в состав Совета по исламскому образованию, руководители общественных и благотворительных организаций, оказывающих помощь развитию исламского образования. Нас также радует присутствие на этой международной конференции наших зарубежных гостей и послов из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Омана, Пакистана, Азербайджана, Палестины, Судана и других стран. Главной целью, ради которой мы собрались сегодня здесь, является обсудить проблемы развития теологического и религиозного образования в нашей стране и за рубежом. Определить, каково место и роль педагога и преподавателя в столь важном и деликатном направлении образовательной системы,
как сфера обучения религии в ее общем просветительском и в специальном профессиональном разрезе. Эта конференция стала регулярным научным и богословским форумом, который собирает вместе представителей авторитетных государственных светских университетов и наших исламских учебных заведений. Исламские университеты, институты, колледжи и мадресе реализуют в большей степени программы религиозного образования, нацеленные на подготовку священнослужителей, имамов, муфтиев, кадиев, факихов и в целом богословов и теологов. Содружество и сотрудничество исламских вузов с государственными придает более глубокий содержательный характер научной и образовательной деятельности, прежде всего исламских вузов. Все это является реальным отражением изменений, происходящих в современном обществе, где религия стала неотъемлемым компонентом жизни общества, в том числе и в сфере образования. Сегодня знания о религии, знания об исламе доступны даже детям в начальной и средней школе в форме курса «Основ религиозной культуры и светской науки» и в высшей школе в форме направления подготовки бакалавров и магистров «Теология». Вполне актуальна и посильна задача включения теологии в номенклатуру специальностей научных работников Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки, что позволит нашим молодым ученым и богословам получать ученые степени кандидата и доктора теологии, не ища обходных путей для защиты по философским и религиоведческим специальностям. Эта проблема совершенно очевидна, требует своего скорейшего решения, поскольку каждый год десятки новых молодых выпускников теологических факультетов, бакалавры и магистры не имеют возможности продолжить свои богословские исследования и получить искомую научную степень. Одним из главных благодеяний, дарованных Всевышним Аллахом нашему праотцу Адаму и всем остальным пророкам и посланникам, было то, что Аллах раскрывал им свои безграничные знания и предписывал познавать сотворенную им Вселенную. Само ниспослание Корана, дарованного в виде откровения нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалям, мир ему, началось со слова «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, икра». «Икра бисми раббика аллази халак, خلق الإنسان من غلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم». Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай, и Господь твой щедрейший, который научил каламам, научил человека тому, чего он не знал. А ведь слово «икра» в переводе с арабского языка имеет одно из значений «познавай, учись». Именно поэтому мы можем сказать, что ниспослание Корана началось с предписания учиться. Заветы Всевышнего Аллаха являются для мусульман наилучшим руководством, а сунна святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, предстает в качестве самого достойного примера. Именно поэтому получение знаний, просвещение и образование считается наиболее достойным занятием на протяжении всей истории исламской цивилизации.